пятницу вечером 1 октября крупные СМИ Черногории сообщили, что по российскому ордеру в Подгорице арестован Тельман Исмаилов. Утром появились сообщения о задержании в этой стране другого известного россиянина, которого разыскивал Следственный комитет Российской Федерации. Это бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуин. Его обвиняют в хищении 14 миллиардов рублей из ОФК банка. Он был задержан на курорте Тиват. Тельман Марданович Исмаилов в особых представлениях не нуждается. Первый в истории обанкротившийся долларовый миллиардер из рейтинга Forbes, друг покойного мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-владелец ныне закрытого Черкизона и других столичных рынков. Торговые площадки приносили ему столько денег, что он построил в Турции один из самых дорогих отелей в мире – Мардан Пелис. Его стоимость оценивалась в $1 миллиард. Исмаилов прятался от российских силовиков и других структур более 4 лет. В 2017 году российские следователи возбудили против Тельмана Исмаилова уголовное дело по статьям «Умышленное убийство 2 и более человек в составе группы», в котором упоминаются 8 погибших, похищение человека, незаконный оборот оружия и организация преступного сообщества. Например, ему инкриминируют расправу над 2 столичными бизнесменами. С простреленными головами их нашли в джипе на обочине. По версии следствия, брат Исмаилова Рафик задолжал одному из убитых $5,5 миллиона. Тельман приказал киллеру ликвидировать и проблему, и свидетеля. Также папу Черкизона обвиняют в заказе 6 членов Коптевской ПГ, с которыми он якобы не поделил торговые объекты. Еще один пострадавший – известный поп-исполнитель Авраам Руссо. Как считают правоохранители, именно по приказу Тельмана Исмаилова некогда его любимого певца обстреливали, избивали, похищали. Обвинения опальному бизнесмену предъявили лишь заочно, он успел бежать из России. По совокупности обвинений ему грозит пожизненный срок. Теперь предстоит долгая процедура экстрадиции. У России и Черногории нет отдельного договора о правовой помощи. В 1962 году был подписан договор СССР и Югославии о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, и формально он продолжает действовать. Тем не менее, Черногория выдает в Россию обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений. Например, в июле 2021 года в Россию был экстрадирован бывший ректор Ленинградского государственного университета имени Пушкина, а также экс-сенатор Вячеслав Скворцов. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Переговоры об экстрадиции ведет специальное подразделение Генпрокуратуры международно-правового сотрудничества. Если в Генпрокуратуру придет положительный ответ от властей Черногории, тогда будет дано поручение Федеральной службе исполнения наказаний, конвой отправится в пункт назначения, где получит с рук на руки Исмаилова и доставит его на родину. Поначалу Тельман Исмаилов скрывался в Турции, на территории собственного отеля Мардан Палас. Но вскоре у турецких следователей появились вопросы. По их мнению, Исмаилов замешан в убийстве известного в российских криминальных кругах вора в законе Ровшена Джаниева. Опасаясь ареста или выдачи российским властям, Тельман продал свою гостиницу всего за $124 миллиона Стамбульскому банку, а сам спешно переехал на арендованную в Черногории виллу. Больше всего крови Исмаилову портят не следователи, а финансисты. Он признан банкротом и должен миллиарды БМ-банку, дочке ВТБ. По иску кредитора суд Невады арестовал в Лас-Вегасе торговый центр Крейг Вэлли Плаза, принадлежавший Исмаилову. В США перед ним замаячила реальная угроза уголовного преследования. Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета. Его деньги ищут приставы. Еще хуже обстоят дела у Тельмана Исмаилова в Швейцарии, где, по версии БМ-банка, он спрятал и легализовал часть похищенного. Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов. Нет теперь олигарху и дороги в родной Азербайджан. Он задолжал местному международному банку $70 миллионов. Длинные руки кредиторов из ВТБ достали Тельмана Исмаилова и в Черногории, где он жил в последнее время. За долги местные приставы арестовали казино «Авала» в Будве, которым владеет его сын Алекпер. Еще в 2017 году, когда на Тельмана Исмаилова посыпались уголовные дела, он пытался спрятаться во Франции. В прессу просочились подробности.
Якобы папа Черкизона хотел предложить французам компромат на российских силовиков в обмен на политическое убежище. Чем закончились торги, неизвестно. Изучив французские реестры, Лайф нашел в Каннах действующую компанию NARS. Аббревиатура в названии указывает на недвижимость в ее собственности. Управляющими партнерами там числятся Тельман Исмаилов и его сын Сархан. Напрямую с фирмой никак не связаться. Судя по ее профилю, через специализированные сайты-агрегаторы, она сдает в поселке Валорис на Лазурном берегу скромные квартиры ценой до 1000 евро в месяц. Офис NARS располагается на бульваре Гранд-Дю-Суперкан и выглядит как особняк. На спутниковых снимках заметны джакузи на крыше, мозаичное панорамное окно в потолке, большой бассейн. Сколько стоит такой дом в этом районе, можно приблизительно подсчитать с помощью французских риэлторских агентств. Его площадь, считая и участок, и строение, превышает 2245 квадратных метров. Цена за 1 квадрат может достигать 12 тысяч евро. Таким образом, общая стоимость составляет около 27 миллионов евро. Ранее в СМИ упоминалась Наиля Садыхова, якобы родственница Тельмана Исмаилова. Бизнесмен зарегистрировал на нее несколько компаний в США, сейчас они закрыты из-за долгов. Зато у этой женщины остались активы во французском курортном городке Антиб, что под Ниццей. Наиля владеет там компанией SCI-R+R. По указанному адресу находится коттедж в средиземноморском стиле. Он скромнее предыдущего, площадь около 1,2 тысячи квадратных метров. Общая стоимость может составлять примерно 20 миллионов евро. Судя по всему, эти два особняка и арендные квартиры не попали в кредитную массу по делу Тельмана Исмаилова. Никаких обременений или арестов на его французских компаниях нет. Взлет и крах Тельмана Исмаилова типичны для бизнесмена из 90-х. Родился он в Баку в семье горских евреев. Его отец, крупный цеховик, дал сыну лучшее по тем временам образование. Тельман окончил Плехановский институт народного хозяйства и занял место экономиста в Минторге. В 1987 году будущий миллиардер открыл кооператив «Коммерческая благотворительная компания». Развивая бизнес, он познакомился с председателем комиссии Мосгорисполкома по кооперативной деятельности Юрием Лужковым. Став друзьями, оба достигли успехов в постсоветской Москве. Тельман завладел рынками и недвижимостью. С состоянием в $1 миллиард он вошел в рейтинг Forbes. Его главным активом стал черкизовский рынок на востоке Москвы. В нулевых карьера Исмаилова достигла пика. Он построил в турецкой Анталии самый дорогой отель на европейском континенте, упомянутый уже Мардан Пелис стоимостью $1 миллиард. На открытии присутствовали Пэрис Хилтон, Шерон Стоун и Моника Беллуччи. Ленточку разрезала чета Лужков, Батурина. А дальше последовал закат бизнесмена. Черкизон из-за многочисленных нарушений закрылся, Лужков ушел в отставку. Империя Тельмана Исмаилова рухнула, сам он обанкротился и теперь должен разным структурам миллиарды. В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк, кипрский офшорс Зарир Лимитед коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 миллиарда рублей, 10,4 миллиарда рублей, почти 1 миллиард соответственно, в сумме свыше 30 миллиардов. Однако в базе Spark видно, что долгов у него больше, почти 44 миллиарда. К субсидиарной ответственности привлечены сыновья Сархан и Алекпер Исмаиловы. С молотка уже ушли многие московские активы Тельмана Исмаилова. Давно проданный его ресторан «Прага» на Арбаты, торговые центры «Сте» на Измайловском шоссе и клуб «Тропикана» на Красной Пресне. В середине прошлого года даже продали участок в 25 соток в деревне Сколково. Интересно, что выкупила эту землю за 50 миллионов рублей компания «Гольф-клуб» Сколково, которой владеет через кипрский офшор Роман Абрамович. Теперь распродают личные активы Тельмана Исмаилова, выявленные в Москве и области. Речь идет о 3 лотах. 11-комнатной квартире площадью 290 квадратных метров на Кутузовском проспекте, 18, начальная цена – 79 миллионов рублей. Двухэтажной квартире площадью 349 квадратных метров на улице Тихой, 1 в Заречье, начальная цена – 57,9 миллиона рублей.
трехэтажном имении с мансардой, занимающем полгектара земли, со своим газопроводом в Апрелевке, начальная цена – 181,2 миллиона рублей. С 1 февраля по 5 марта 2021 года принимались заявки на приобретение этого имущества. Принять участие в торгах мог любой желающий, кто оплатит задаток 10%. Фотографии всех объектов в избытке представлены на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.